Пускай придет высшее я или наставник. Появился кто-то? Да, слабенький кто-то. Наверное, наставник тогда. Пускай. 1, 2, 3. Здравствуйте. 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 Вот мы вас позвали, хотели с вами пообщаться, позадавать вопросы. Да, давайте. Скажите, пожалуйста, вы наставник или высшее я? Не знаем, кто пришел. Я наставник. Наставник у Венеры, да? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, по программе ли она идет? Мы скорректировали ей программу. Давно уже. По первоначальной нет, а сейчас да. Да. Угу. А сначала шла не по программе, да, это? Ну, там получилось так, что если бы шла по программе, то в тупик попала. Просто дальше бы, можно сказать, не было бы смысла для продолжения развития себя. И она и сейчас живет, как бы мы ей пишем программу на год вперед. До этого у нас было чуть ли не на месяц вперед писали. Она сошла с основной программы и сейчас вот живет как бы, знаете, как вот ослик побивает головой в стену, пробила, идет дальше, пробила, идет дальше. Но нам приходится переписывать программу. Угу. Понятно, хорошо. А скажите, пожалуйста, кто хранитель или хранительница рода? Можете ответить на этот вопрос? Или это не в вашей компетенции? Я отпущу сейчас вашего контактера, он Хорошо, да. попадет в этот род и скажет. Давайте. Рассинхронизируйся. 1, 2, 3. Да нет, он пустил. Сразу сам отпустил. Просто он в мозгу сидит. Он сейчас попал. Ну, в рот? да. Угу. Я бы сказал, что рот чистить надо, но это я не знаю. Ну, вот она интересуется, кто хранитель или хранительница рода. И что она должна сделать для рода? Тут так, знаешь, дерево, как я понимаю, клен, такой ветвистый, и одна часть клена мертвая. Угу. Нужно живой водой поливать. Угу. Но это здесь, в Австралии. Дома, как-то темно здесь очень в роду. Дома такие, знаешь, запущенные. Как-то не очень. И хранительница рода, тут такая вот бабушка, боже, одуванчик, сидит ну, не знаю, на заваленке там, как это, в окно смотрит, рядом с ней рыжая кошка сидит. Или кот, не знаю. Вот, и она такая, знаешь, еще цветок рядом. Даже вот сейчас вот запах чувствую, герань. Это очень герань. Вот она стоит, так сидит такая вот. Ну, грустная такая бабулечка. И очень много, знаешь, она на светлой стороне. Знаешь, не на светлой даже, а на серой стороне. И домов на серой стороне мало. А вот на темной стороне там, ну, жизнь не то чтобы кипит, но вот есть дома на темной стороне рода. Больше на темной. Ты знаешь, да, врать не буду, да, больше на темной. Ну, а что делать ей? Ну, не знаю. Просто ставить свечи, пытаться дать энергии рода.
У нее просто тут вопрос, вот по какой причине мужчины уходят. Это, видимо, родовое, да, что-то вот. Брат старший, двое младших. Ну, тут уже я даже не знаю, кому она вопросы тут задаст. Потому что мы попали в род ее космический, он как бы относится к ней только. Тут брат, сват никакого отношения не имеет. А по одной простой причине здесь род, родственные души. Просто даже они могут не касаться брата, так как он все же навсего является этим самым земным. Тут скорее, знаешь, что нужно смотреть кармические узлы, мне кажется, да? Их причем, они Да. ее, она-то тут никаким боком никак не привязана. Тут почему идет, тут надо идти уже не по роду, а не по космическому роду, как вот мы попали, а по земному роду и смотреть, где накосячили, почему мужики уходят. Потому что мне сейчас, вот я перелетел, это 1917 год. И кто-то из ее рода, даже, может быть, не из прямого. А? Продолжай. Кто-то из ее рода то ли убивает, то ли просто избивает цыганку. Вот он стоит кнутом ее как вещи. И она вот там, как я помню, проклятие какое-то висит на роду. Вот за это. Потому что мужик такой, знаешь, он чем-то похож на... Как же он? На... Вот если я правильно помню, есть такой певец Амирамов, что ли, который не сыпь, не соль на рану, с бородой такой вот. Я даже не знал. Нет, не сыпь, не соль на рану, а этот, как его, молодая он поет еще такой, то ли цыган, то ли кто он там. Вот, и он такой вот, знаешь, с бородой, в куртуз такой на голове, или какой там, шапка такая, как... Вот. И такой вот кнут у него в руке был, и вот начал сейчас, а цыганка такая, она в цветастом платье, красный платок такой, и вот он ее хлещет. За что он ее так? Не знаю, вот в хлеву ее. Потому что, мне кажется, он сам то ли цыган, то ли кто-то такой, ну, такая вот какая-то вот национальная, ну, внешний вид такой вот не славянский. Казак. Не, там именно такая вот какая-то, и прям энергия от него идет, прям такая вот негативная к ней. И вот она его как бы, то ли рот его проклинает, или еще что-то. Ну, понятно. Ладно, давай дальше. Кто просится наставник. Так, ну что, мы с этим тогда оставляем, да? Да. Хорошо, пускай наставник обратно. Да, я тут уже. Хорошо. Заждались. Сейчас. Минуточку. Она кается, 2 аборта были. Тоже вот по этой теме, наверное, думает, что мальчики. Я могу по поводу этого сказать. Да, что вы можете сказать? Вам, женщина, женским энергиям, конечно, не то чтобы отвечать за это, но на самом деле, если вы себя не отпустили, если вот она даже сейчас кается, значит, у нее в голове это есть. Она просто терзать будет свою душу. Пусть успокоится и все. Что сделано, то сделано.
это не является до такой степени трагедией, что получилось, то получилось. Да, хорошо. Вам церковь говорит об этом, что это грех, что это нельзя. Угу. Она говорит правильно, но она говорит с точки зрения того, чтобы вы не злоупотребляли божественным даром. Угу. Вы являетесь продолжительницами рода. А если все подряд начнут это делать, без остановки, мир опустеет. А так, наказаний особых нет. За что вас наказывают, если вы являетесь все частями нашего Отца? Да. Ну, получается, что эти души, они и должны были воплотиться, да? В некоторых плодах еще и души нету. Каждое тело предназначено для кого-то. Но Угу. если нету в это тело входа, Значит, они будет в попадут в другое. другое. Угу. Просто постучались, да? Там как бы закрыли, да, дверь. И они просто перейдут в другую, скажем так, одежду. Ну, да, грубо говоря. Верно? Да, Душа. все так и есть. Просто главное простить себя, в первую очередь, да? Да. Просто вы должны понимать, что злоупотреблять этим не стоит именно для себя. Да. Скажите, пожалуйста, в каком направлении в дальнейшем развиваться по специальности? Может, более духовно изучать и писать полотна на старомонгольском языке? Почему закрыт путь к более высокому профессиональному уровню? Как достичь, что для этого она должна делать? У нее очень много блоков, которые она себе поставила. На самом деле нет никаких запретов для нее. Нет преград, да? Ты развиваться должна сама. Любую работу бери и развивайся. Хочешь творчество, только не бросай. Хочешь живопись, тоже продолжай. Хочешь работать с детьми, работай. Потому что у тебя очень импульсивный характер. Ты берешься за одно, потом бросаешь. Берешься за третье, бросаешь. А это твои блоки. Недоделанная жизнь. Это нам приходится опять же продолжать писать тебе программу. А это не так просто. Сядь, подумай и реши, что ты хочешь на самом деле. Да. А вот по вопросу, почему закрыт путь к более высокому профессиональному уровню, не знаю, что она имеет в виду. Может, вы скажете, что она Я имеет? это сказал, что она сама себя закрывает. Своими мыслями. Хорошо. Какая местность или город для нее более благоприятна для роста, для развития? В этом я не могу сказать. Потому что она переедет в любое место, и нам опять приходится переписывать ей программу. Она... То есть неопределенность, да, у нее такая? Да, она кочевать хочет. Угу. Но нужно иметь именно
родовое гнездо, где бы все собирались. У нее не кочевой образ жизни тоже. Угу. Да, вот она пишет, что то 2 раза пыталась уволиться с работы, уезжала, но все равно возвращалась на прежнее место. Работает. Хотела переехать в Москву, в Петербург, но ситуация, которая сейчас ее останавливает. То есть у нее, получается, какие-то преграды, да, все время? Нет. Или она сама их видит в том, что как бы нет преград, она их... Вы не почему-то видит. поняли. У нее должно быть гнездо рода. Переехав в другое место, она теряет связь с землей своей. То есть она должна оставаться там, где она есть, да? Да, это ее. Угу. Развиться можно в любом месте. Ну, если она переезжает, значит, ее что-то не устраивает. А раз не Это устраивает... ее не устраивает мозг. Душа тянется все равно обратно. Угу. Понятно. И последний вопрос. Как повысить свою чувствительность, восприимчивость? Если я правильно понял, то это чувствительность к общению с нами в Вероятно, тонком плане. да, скорее всего. Пусть тогда она отбросит все свои проблемы. Когда у человека мозговой штурм, ему невозможно встретиться с нами. Ему невозможно услышать наши подсказки. Она должна каждый день отключать мозг, расслабляться. И тогда ей будет дано свыше услышать нас. Хотя бы раз в день, да? Да. Сидеть или лежать и ни о чем не думать, все Не откинуть. важно. Пусть научится. Хорошо, благодарим вам. Спасибо за беседу. Прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Леша, рассинхронизируйся. Пускай появится астральное тело. Ну, сейчас, как я понимаю, она тоже участвует в наших чистках. Потому что вокруг нее сейчас идет энергоспираль такая золотистая, чистит ее. Пришла. Единственное, что я могу сказать, это то, что идет отрицательные каналы от живота и спины, это значит от родственников и со спины тоже от знакомых, не по родственной крови, кто-то энергетически отрицательный канал. А по поводу присадки я озвучивать не буду, но она стоит рядом, как бы в небольшом шоке, она разумная, ее сейчас увезут. Так, совы прилетели, утащили. Так, чакры, раскрутка чакр сейчас будет так на полную. Раскрутка чакр, накачка энергии. Кадуцей, пульсар, снежинка, здравбережень, цветок жизни, повышение вибрации, улучшение физического состояния, защита 365.
Здравствуйте. Сегодня хотим провести сеанс на удаление проклятия из прошлого. Выяснить, почему это было, и попробовать все это разрешить на месте. Вызываем предка, который возложил проклятие на род Венеры. Ну как вот я вижу, ты хотел вызвать его нет. Тут смотри, как я попал сейчас в тот случай, откуда это все пошло. То ли он барон цыганский, то ли он, ну в общем, смотри, он цыган, красная такая шелковая рубашка у него, подпоясанная тоже таким черным поясом, прям такой вот. Ему, наверное, на вид, наверное, ну, не знаю, борода такая, ну, лет, может быть, 40. Такой вот он, Будулай, действительно похож на Будулая. И такие сапоги хорошие у него. И вот вокруг стоят его кибитки. И вот он за кибитками затащил цыганку молодую, может быть, лет 25-30, вот так вот. И вот нагайкой с набалдажником с каким-то. И вот ее отхаживает прям по всему телу ее, прям бьет ее, она руками закрыла лицо только. И она что-то такое там на своем говорит там. А он ей что-то тоже на своем как-то как сейчас он. Только вот что-то такое, вот прям вот, если на наш перевести, что-то похоже, курва. Он такой вот, какие-то вот такие вот слова, такие резкие. Она орет такая, что-то шипящие какие-то слова, прям шарва, харва, шара, что-то такое вот, шарва, что-то такое вот. А он прям, вот у него прям вот какая-то, прям взбесился что-то на я. Прибежали, вот вижу, бегут другие цыганки. Они старше его, но он так, они такие, бару, что-то такое вот. Руками машут его, прям вот, закрывают ее. И вот ее уносят сейчас, она там без памяти вся избитая. И вот она лежит в кибитке. Кибитки так вот сделаны в круг, стоят. И вот она лежит в одной из кибиток на соломе. И вот своим языком что-то такое там, айшара была. Что-то такое прям в беспамятстве-то. Одна ей воду подносит, такая, говорит, айчаверла, что-то, ну что-то такое вот, какие-то вот язык какой-то. Ну вот, да, цыганский похож. Да, что-то такое там. Она такая, ох, в беспамятстве идет такая прям вся вот. И все, она отошла, в Богу душу отдала. И вот в этот тот момент, когда она его проклинала в беспамятстве, там, по 7 колено, там, по 10. И я вижу, как у него пелена с глаз упала. Все, он осознал, что он сделал. Он стоит такой синий весь, там, прям переживает, руки трясутся, бросил на гайку эту. За волосы, руки за волосы, как за волосы схватил себя.
Такой прям не знает, что делать. Такой орет, такой вот стоит, каблуками бьет почему-то там по дереву, что ли. Не каблуками, мысками, но мысками бьет, прям такой пыли поднимает. И вот в этот момент он принял на себя эту программу, что она ему послала. Мгм. И сейчас мы попробуем переписать эту программу. Как ее Венера, да? Да. И вот мы берем, мы не можем отменить то, что произошло уже с людьми до, они не воскреснут. Но мы попробуем запретить и допишем в этой программе, что она вот черная программа пришла. Потому что предсмертное проклятие самое сильное. И мы ее просто можем попытаться аннулировать, дописав. Вот. Ага. Вот она, эта программа на нем. Ого. Так, я это делаю не в первый раз, но что-то меня не то чтобы отталкивает, но надо что-то сделать еще. Вот, стоп. Вот что нужно сделать. Опа, мне он помогает, прилетел. Я, Отлично. я пошел, сейчас я этого цыгана оставил. Баро, как я понял. А я иду к душе вот этой цыганки, и ее тянут в тьму. Такие Мгм. вот, какие-то, как карлик нос, такие вот. Мгм. И я нахожусь, как бы ничего не могу сделать, потому что это прошлое. Но так как для Ома нету ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, вне времени, он, он просто как бы наступил на эту душу, на душу этой цыганки, и она оказалась в нем, в Оме. Мгм. Он как бы закрыл ее собственной энергией от этих, какие-то лепреконы какие-то, прям вот какой-то прям карлики. И душу он такой смотрит на меня сейчас, там глазом одним моргнул и улетел. Надо будет его вызвать, спросить, что он сделал. И вот, смотри, программа, она осталась на нем, но она не то чтобы не жизнеспособна, она жизнеспособна до того момента, как все это произойдет вот до сейчас. Мы можем дописать, что программа, вот я уже могу, а то мне прям подташнивало, я не мог это сделать. Программа проклятия останавливается на троюродной правнучке Баро. Как ее зовут? Произнеси полностью. Венеры. Венеры. Хоп. Вошли это данные в эту программу, и все. Все, меня закружило, и я вышел из этой ситуации. И я сейчас Ома попробую вызвать. Ага. Вот он уже моська перед лицом у меня Хм. улыбается. Мгм. Такой усатый. Я ему сейчас по носу щелкну. Пинь. Чего это ты? Он ласкает. Но если пообщаться, надо синхронизировать. Так что мы соединим. Давай на счет 3 синхронизируемся. 1, 2, 3. Привет, Тоя. Приветствую.
Узнать хотите, что я с ней сделал? Конечно. Да ничего особенного. Я решил влезть, так как если бы ее душу забрали, то и проклятие бы не снять было никогда. Пока что душа ее находится в темноте, проклятие будет на роду. А я, видите, я не имею прошлого, будущего, настоящего. Могу быть вне времени, и я просто закрыл ее душу и увез туда, где ей было бы лучше. Отлично. Она все свои деяния перестрадала перед смертью. Значит, все мы переписали, совсем справились. Да, Благодарю тебя. да что вы. Мне только рад. И нам. Почему понимаешь? То я в вечности нахожусь. Ну, будем почаще видеться, общаться. Да, хорошо. Благодарю и всего доброго. Да, давайте. Леша, синхронизируемся. Да, все.